Также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, там я пощу различные интересные посты и голосования по поводу новых роликов. В следующий раз мы с вами окунемся в мир ICE, редактор катсцен, с помощью которого разработчики создавали катсцены для своих игр. И еще раз спасибо за просмотр и увидимся. Да, сказал, конечно, лишнего. Но, с другой стороны, может это все-таки не такая плохая идея. Не поймите меня неправильно, любая вещь подобного рода безумно интересна для разбора, однако конкретно сегодняшний объект далеко не самый легкий для освоения обычному юзеру. И это неудивительно, ведь данный объект есть не что иное, как продвинутый инструмент для разработчиков игры, который никак не мог попасть в руки обычным игрокам. Собственно, что такое ICE? Это редактор внутриигровых катсцен, использующихся в самых разных играх Electronic Arts, в том числе и Need for Speed. Я обещал сделать данное видео еще в 2017 году, и поскольку я обязался вернуть все свои долги, давайте разберемся в том, что же конкретно из себя представляет данный инструментарий, для каких задач он был предназначен, как выглядел, как работал и тому подобное. С вами LMFog в озвучке Сканера. Приступим к делу. Начнем с расшифровки сокращения. ICE – In-Game Camera Editor. Дословно можно перевести как внутриигровой редактор камеры. То, что данный инструмент позволял создавать и редактировать внутриигровые катсцены, это понятно почти сходу. Но что насчет деталей? Вот тут уже интересней. Давайте разберем это на примере Need for Speed Most Wanted 2005 года. Очевидно, он использовался для создания тех же сцен по типу интро первой гонки, где вы с Рейзером проноситесь через центр Рокпорта, пока за вами яростно несутся копы первого уровня. Да, забавная деталь. Сюда же относятся все внутриигровые интро первой гонки каждого члена черного списка, за исключением Рейзера, конечно. Там используется одно из обычных интро-гонок. Кстати, да, обычный интро-гонок тоже можно отнести к этому списку. Всего их 10 штук, однако одна из них все-таки уникальная. Используется во время кругового заезда с Рогом и другими гонщиками. Плюс сюда относится интересный вариант под номером 9, который никогда не используется, потому что он предназначался для гонок с количеством противников вплоть до 8. Неожиданно, правда? Помимо интро-гонок, также можно отметить сцены ареста игрока, когда того ловят полицейские. В них, кстати, как очевидно можно заметить, используются еще и модели людей с анимациями. Есть и другая категория катсцен, которую я охарактеризовал как пролеты камер. Сюда можно отнести моменты, когда вы проходите через какой-либо прерыватель погонь, будь то водонапорные башни, строительские конструкции или бензозаправки. Не забудем также про моменты, когда вы завершаете какую-либо гонку. Красивый пролет камеры для фотокарточки тоже делается через ICE. Еще и вступительный пролет камеры во время начала какого-либо события из серии испытаний тоже создавался через него. Еще в какой-то момент разработки, вероятно, планировался режим просмотра пройденной гонки по типу того, что был в Underground 2. В файлах игры даже остались необходимые данные для камеры, однако, как мы знаем, такого режима нет в финальной игре. Не то чтобы он есть в какой-либо другой версии игры, доступной нам в данный момент, разве что в Альфа 124 версии. Бета-сборки игры для PlayStation 2 от сентября 2005 года. Однако даже там для его включения нужно, грубо говоря, хакать игру. Возможно, этот режим не планировался возвращаться, и он был нужен лишь для другой категории задач, где использовался ICE. Трейлеры и еще раз трейлеры. Незадолго до выхода игры началась активная рекламная кампания, во время которой постоянно выходили захватывающие дух красиво срежиссированные ролики. Конечно, разработчики могли пойти по простому пути, просто снимать геймплей игры, катсцены, непосредственно использующиеся в карьере или обычных гонках, хотя это они тоже делали. Но с бюджетом, который был у них тогда, был только один путь: снимать красивые сцены, агрессивные, эмоциональные, задающие тон проекту, и которые вытягивали бы максимум денег из вашего кармана. Не
не думайте, что все делалось только из-за энтузиазма. Ну и последним, что можно сюда добавить, будут не внутриигровые катсцены. Заинтригованы? Расслабьтесь, тут все просто. Вспомните, даже в видеороликах с реальными актерами зачастую используются задние фоны из мира игры. Местами и всякие экшн-моменты по типу гонки главного героя и Мии из одной из заставок в прологе. В файлах, кстати, остались некоторые куски от такого вида материала. Как насчет факта, что уже в упомянутом сегменте гонки Мии и героя, вероятно, должна была быть еще одна часть, где они оба останавливаются в доках. Благодаря оставленным файлам мы это можем узнать. Вот так вот. Теперь, когда мы разобрались с задачами, которые помогал выполнять Айс, соберем информацию о том, где присутствовал оригинальный инструмент, как он выглядел и так далее. Нам известно то, кто создал Айс, когда и для какой игры первой в истории. Можно утверждать почти наверняка, что это была внутренняя разработка Electronic Arts. Есть вероятность, что первой игрой могла быть FIFA. Игры этой серии, на удивление, имеют много общего с той же Need for Speed в техническом плане. Чтобы было понятнее, очень многое в играх Electronic Arts работает не просто на каком-то движке, а на движке с, так сказать, модулями, плагинами. Из-за этого, кстати, родилось заблуждение, что многие Need for Speed были сделаны на Intel Electronic Arts Graphic Library. Движки, когда даже из названия понятно, что это была лишь одна из частей проекта. Сами Need for Speed, кстати, сделаны на собственном движке Black Box, который называется очень просто Speed. Вполне наверняка Айс использовался уже в самой первой гоночной игре от ранее названной студии Need for Speed Hot Pursuit 2 на PlayStation 2. Но у меня нет точных доказательств этого. Потому одной из первых, где точно использовался данный редактор, был Need for Speed Underground 1. Полурабочие остатки Айс можно найти в демо-версии игры для PlayStation 2, где данный инструмент представлен в поломанном виде. Нет шрифтов и текстур различных иконок. Есть таймлайн. Можно открыть какие-то меню, но в целом ничего не понятно. Этим пользоваться почти невозможно. В следующий раз мы увидим этот редактор в релизной версии Need for Speed Underground 2 на PlayStation 2. К сожалению, там по-прежнему недостает шрифтов, но зато его стабильность гораздо выше. А также есть и сама иконка редактора. Вроде бы мелочь, а приятно. У одного из игроков даже получилось создать небольшую сценку. В Need for Speed Most Wanted 2005 года Айс также присутствовал, но нам не повезло его сохранить. Ни в одной версии игры его нет. Однако в интернете есть презентация от арт-директора игры Хабиба Заргарпура, надеюсь, правильно произнес. Вообще, момент паузы. Этот человек просто ходячая легенда с не золотыми, а алмазными руками. Его вклад в разработку нескольких игр этой серии в немалой мере повлиял на то, какими мы знаем эти проекты сегодня. Ничего не обещаю, но может как-нибудь расскажу о его похождениях в студии Black Box. Так или иначе, в данной презентации нас интересует только тот момент, когда он показывает непосредственно интерфейс Айс. По пути немного играясь с редактированием катсцены интро первой гонки. Это самая ранняя игра, где мы можем видеть редактор в его полном обличии, в том числе с рабочими шрифтами. Как теперь видно, на экране с таймлайном и иконкой Айс также должна была быть написана разная техническая информация. По теме того, что конкретно тут делает Хабиб, мы разберем позже. После Most Wanted редактор претерпел некоторые изменения, и их можно увидеть в Need for Speed Carbon. В роликах с бонусного диска он несколько раз мелькает перед нами. Из нововведений можно отметить добавление различных иконок, а также изменение иконки Ice. Я более чем уверен, что в плане фич и возможностей инструментарий также приобрел что-то новое, но, к сожалению, и в этом случае нам не попалась версия игры с наличием данной вещи. Та же история и с Pro Street. Тут в файлах азиатского релиза игры случайно
случайно осталась более ранняя версия видеоролика финальной катсцены сюжета, где и виден интерфейс уже знакомого нам редактора. И только с относительно недавним сливом Xbox 360 сборки Need for Speed Undercover нам удалось получить ICE вновь в свои руки. Шрифты, иконки, в целом по виду весь функционал инструмента представлен, что не может не радовать. Наверное, кроме того факта, что лично меня не настолько интересует Undercover. Но все же, казалось бы, Need for Speed Undercover — это последняя игра Black Box на движке Speed, где используются внутриигровые катсцены, сделанные с помощью ICE. Значит ли это, что развитие и использование данного редактора прекратилось после? Ну, нет. Как уже было сказано ранее, мы не знаем, кто и когда создал его, и был ли Need for Speed Underground 1 первой игрой, где его использовали. На самом деле, путь данного инструмента еще не был закончен, ведь он появлялся в еще одной игре, но уже от студии Criterion Games. Этой игрой был Burnout Paradise. Да, неожиданно, но это так. Данный редактор можно заметить в бета-сборке игры от конца 2006 года. Интерфейс немного другой, но общие черты узнаются сразу. Если данное заявление вызывает у вас сомнения, то вот вам интересное, так сказать, продолжение данной инфы. Burnout Paradise был сделан на модифицированном движке RenderWare. Игра вышла в начале 2008 года. В том же 2008 году вышел и Need for Speed Undercover, который провалился почти по всем фронтам. Следующей крупной игрой в серии, помимо Shift, станет Need for Speed Hot Pursuit 2010 года, а после нее, пропуская Need for Speed The Run, в 2012-м ремейк Need for Speed Most Wanted. И обе эти игры были сделаны уже Criterion Games, причем они были сделаны на еще раз модифицированном движке RenderWare, который стал иметь название Chameleon Engine. Теперь сама суть. В наверняка хорошо известных вам сборках Need for Speed Most Wanted 2 есть, вы не поверите, ICE. Да, действительно есть. Вот парочка примеров. Конечно, нельзя утверждать точно, был ли это тот же ICE, что мы знаем, или какая-то совершенно новая версия. Но однако, дело этого редактора жило. Обратите внимание на то, что он продолжался около 10 лет. Ну да, касательно 10 лет. Как мы знаем, после Need for Speed Most Wanted 2012 года, в 2013 вышел Need for Speed Rivals, уже от другой студии и на другом движке. Я понятия не имею, использовался ли там ICE или нет, остается гадать, пока кто-нибудь не найдет доказательства или опровержения его наличия в последних играх серии. Ну а теперь к самому принципу работы ICE и тому, как хранятся сделанные им катсцены. Наконец, мы подошли к той части видео, в которой вы имеете хорошие шансы ничего не понять. Ну ладно, почти ничего. На самом деле, я постарался сжать следующий объем информации в небольшой размер, да так, чтобы вам было понятно большую ее часть. Ведь сейчас мы разберем то, как примерно работали в ICE редакторе. Конечно, можно было бы обратиться к тому же билду Need for Speed Undercover, в котором представлена полностью рабочая версия данного инструмента, однако я предпочту пойти по немного другому пути. В сообществе один из людей уже успел сделать, так сказать, ремейк данного редактора под названием Icebreaker. В нем можно делать почти весь максимум того, что был и в первоисточнике. Но огромным плюсом является возможность сохранять свои труды. Плюс эта штука нативна, сделана для работы на ПК. Правда, на данный момент проект закрыт, так как автор планирует продолжить его разработку уже в составе совершенно другого инструментария, где данный редактор будет сопутствующим компонентом. Это я к тому, чтобы предупредить вас не спрашивать ссылку на его скачивание. Лучше подождать полного релиза. Начинается все с того, что мы открываем одну из низ катсцен. Кстати, да, готовые катсцены обзываются именно так, а расшифровка такова: Non-Interactive Scene, что дословно можно перевести как неинтерактивная сцена или же сцена без взаимодействия.
Icebreaker поддерживает в полной мере только Need for Speed Most Wanted 2005 года, поэтому мы будем разбирать какую-нибудь кат-сцену именно из этой игры. Давайте выберем Intro Nis DD. Это как раз сцена из начала игры с Рейзером и копами в центре города. Нас встречает предпросмотр кат-сцены с некоторыми опциями. В данной сцене мы можем редактировать две вещи: анимации и камеру. Касательно первого, тут скорее больше от себятин, чем того, что было в оригинальном редакторе, но все равно очень базовые изменения можно произвести. Можно импортировать и свою анимацию, но это уже абсолютно другая история. Давайте перейдем к вкладке «Камера». Мы видим знакомый таймлайн, но в другом стиле, а также два окна с различными настройками. В маленьком окне можно выбирать разные дорожки камеры. Вкратце, для одной сцены можно создать сразу несколько разных вариантов пролета камеры. Эти самые пролеты хранятся уже в другом файле, не вниз. Прикольная вещь, поскольку в некоторых катсценах разработчики забыли удалить неиспользуемые дорожки, их можно считать полноценным бета-контентом. Но в данном случае у нас только одна дорожка, та, что и используется в игре. Сейчас самый момент объяснить, как строится любая катсцена в этой игре. Представим, что у нас есть пустая катсцена с фиксированной продолжительностью и пустой дорожкой для камеры. Тогда на таймлайне мы увидим одну пустую полосу. Эта полоса включает в себя один сегмент, который охватывает весь таймлайн и соответственно всю катсцену. В одном сегменте есть начало и конец. И для начала, и для конца указываются уникальные параметры, куда входит положение камеры, в какую точку она смотрит, как сильно наклонена, какой у нее угол обзора и так далее. Теперь мы можем поделить данный сегмент на два, создав уже два отдельных сегмента, у каждого из которых есть свои начало и конец. Улавливайте суть. Весь пролет камеры — это просто проход через все сегменты, где камера и другие данные меняются от раза к разу. В большом окне справа это можно увидеть наглядно. Вот вкладка с данными для начала сегмента, вот для конца. Есть еще также вкладка флагов, но там многие параметры пока не изучены. Вернемся к нашей катсцене из начала игры. Если посмотреть на таймлайн, то можно немного побледнеть, особенно если вы не имели опыта с чем-либо подобным ранее. Данная катсцена достаточно сложная, поскольку включает в себя очень много экшоновых моментов. Первые пару сегментов имеют во вкладке «Флаги» параметр Overlay, в котором поставлен наложенный эффект полицейской камеры. Забавно, правда? Во многих сегментах угол обзора ставится в экстремальные значения. Также много где камера либо свободно помещается как хочется, либо может быть прикреплена к машине игрока. Упс, а вот это уже я немного побаловался с анимациями и камерой. Бывает. В завершении этой части видео в качестве бонуса предлагаю взглянуть на несколько других катсцен, в том числе вырезанных и предназначенных для других целей, непосредственно через данный редактор. Вот катсцена из внутриигрового интро гонки с Sony. Сегментов гораздо меньше, поскольку сцена проще, но все равно интересно наблюдать за тем, как оно все плавно и красиво проходит. Вот некий FMV-тест, что по названию намекает на то, что это была тестовая катсцена для дальнейшего использования в видеоролике. Должен заметить, что это не вырезанная сцена из сюжета игры, а просто тест. А вот немного странная катсцена, которая, судя по всему, вообще не предназначалась для каких-либо описанных мной ранее целей. В ней просто дофига сегментов, где статичная камера смотрит в разные места игрового мира. Правда, название дорожки намекает на кое-что... Смотрите, а это уже знакомый нам человек, Хабиб. Причем тут он? А в одном из интервью он рассказывал некоторые интересности про разработку игры, и в один момент он поведал историю о том, как вся команда никак не могла наполнить окружение игры таким образом, чтобы выйти за ограничение железа прорывного Xbox 360. Хабиб создал кое-что, что помогало отслеживать процесс работы студии на протяжении всей разработки, так сказать, чтобы видеть прогресс налицо. Думаю, именно эта катсцена и служила подобной вещью.
Примерно таким и был Ice редактор в играх Need for Speed. Для меня эта тема безумно интересна, поскольку она раскрывает немалый пласт разработки этих игр. А как считаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео или канале своим друзьям. Можете также заглянуть в ВК-группу для периодических новостей и не только, а также можете зайти на Discord сервер, посвященный моддингу Need for Speed. Помимо этого, есть также возможность поддержать канал на Boosty. Данный ролик озвучил Сканер. Можете зайти и на мой канал, там я снимаю всякое про игры. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр данного видео. В следующий раз мы... So to me, this represents what people talk about, interactive film, or how games and film can come together. There's a lot to be said for, if a movie is being rendered in real time, and there's a whole bunch of people working on that right now, why not go in and change something on the fly? And every audience can have their own experience. Different directors can do 10 different director's cuts based on the state. Every week they could change the ending. So there's a lot of possibilities that open up in the case of when things are rendered in real time. So I'll leave you with that. And it started raining. I can't control the weather, unfortunately, in this version. That's an unfortunate thing, just like the real weather. Although if I had a computer hooked up to it, I probably could. But yeah, it's going to rain. But then, the ground gets wet and all that stuff. Anyway, thanks.